Здравствуйте, мои подписчики! Добрый день всем, еще не подписавшимся. У меня отличная новость. Мне одобрили визу B2. Расскажу, как я проходила собеседование. С момента подачи заявления DS-160 на турвизу B2 я ждала собеседования целых 8 месяцев. И вот наступил долгожданный день. Еду в консульский отдел посольства США на Жолдасбекова. Взяла с собой страницу подтверждения, паспорт и целую кипу документов, справки о заработной плате, банковские выписки и т.д. и т.п. И самое главное, спонсорское письмо от сына. Подошла ко входу в посольство в 7:45. Пропускали всех по одному. При мне подошли двое, женщина и молодой человек. Они вместо страницы подтверждения распечатали анкету. Их развернули, они ушли за нужным документом, я думаю. На входе меня проверили детектором, куртку пропустили через сканер, сдала сумку с телефоном, на руках остались паспорт, страница подтверждения и файл с документами. Нас предупредили, подтверждающие документы предъявлять только по требованию. Как собралось несколько человек, сотрудник посольства нас проводил на лифте на 13-й этаж. Я увидела довольно приличную очередь, стоявшую за талоном в крайнее правое окно. Пока стояли, я заметила, что офицер в ближайшем нам окне говорит на 3 языках. Один заявитель с виду интеллигент говорил на английском, я слышала урывками. Ему было отказано в визе. Зашли к нему вторые, мужчина с костылем, с девушкой, скорее всего, с дочерью. Я услышала голос мужчины: «Не, Бермеденба?» И ему в ответ: «Окнышки-урай», и далее. Было плохо слышно. Я подумала, такой обаятельный визовый офицер, хочу к нему, к тому же говорит на всех языках. Когда подошла моя очередь за талоном, сотрудница глянула как-то на меня и спросила: «Ваше отчество?» Я ответила, получила талон и, думаю, пока моя очередь подойдет, схожу в туалет, заодно соберу волосы, чтобы соответствовать изображению на снимке. Человек я не фотогеничный, и заметила, что многие спрашивают: «Это кто? Это ты? В жизни там ты намного интереснее». Пока я наводила марафет в туалете, кто-то дергал ручку, пытался войти. Выхожу я, а навстречу мне обеспокоенный охранник. «Вас избай» называет мою фамилию. Я Сыздышахырде. Я засуетилась, побежала за своими документами, разворачиваясь, и вижу его глаза, округлившиеся от легкого возмущения. Я поняла, это он. На его вопрос: «Я вас вызывал, где вы были?» Я ответила: «В туалете». Он: «Ну, тогда ладно». Я уже стала заикаться. Я говорю: «Даже и не думала, что меня так быстро вызовут. Только получила талон и думала, успею сходить в туалет». «Мы, да», — говорит офицер, — «оперативно работаем. Видать, мои документы оказались сверху, тем более время моего собеседования раннее, 8:15. Ну ладно, думаю, все, что не делается, к лучшему». Далее офицер задавал мне вопросы, я отвечала на них в соответствии с анкетой, спросил про сына, где и чем занимается. «У меня, — говорит, — ограниченная информация». Я ответила: «Закончила магистратуру, теперь работает там-то, в штате Нью-Джерси». Также спросил: «Какие у вас планы, чем собираетесь заниматься во время путешествия?» Я отвечаю: «Хотели посетить такие-то места, съездить на пароме на остров Элис, посмотреть статую свободы». Он спрашивает: «Туризм все-таки?» Я говорю: «Да». Спросил, сколько у меня детей. Я ответила: «К сожалению, 1». И думаю, лишь бы он про мужа не стал спрашивать. Обошлось. В конце беседы офицер произнес: «Я решил одобрить вашу визу». Я чуть не подпрыгнула от радости и проговорила: «Большое вам спасибо, всего вам хорошего». В свою очередь офицер пожелал мне хорошего путешествия. Я долгое время была под впечатлением от беседы, не хочу говорить собеседования, с таким обаятельным человеком. И думала, если все американцы такие, или хотя бы большинство,
то это здорово. В тот же день я получила на e-mail письмо, что мои документы рассмотрены и паспорт передан курьерской службе по указанному в заявлению адресу доставки документа. Сразу же проверила на сайте посольства статус своего паспорта, ввела номер, готов к выдаче. На следующий день съездила в бизнес-центр Alатау Гранд, где сотрудник VFS Global вручил мне конверт, а в нем мой паспорт и вожделенная всеми виза B2. Альхамдулиллах, я лечу к сыну. Какое счастье, что у меня появилась возможность в любое время полететь к родному мне человеку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего!